Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу сегодня вам предложить связать вот такой замечательный, я бы его назвала, королевский джемпер. Выглядит просто роскошно. Настоящий мохеровый рай для вязальщиц, знаете, и с акцентом на цвет. Заострить хотела бы внимание на такой, знаете, прям королевский, таких знатных, таких голубых кровей, да. Ну, более такой джинсовый оттенок у нас используется. Если связать из дорогого мохера, по-моему, будет просто роскошно, прероскошно. Сегодня мы будем в нашем видеопроекте составлять описание для размеров российских 44, 46, 48, 50, 52, 54. Очень просто вяжется. У нас с вами отдельными деталями вяжется спинка, перед и рукава. Как видите, используется рукав широкий, здесь без планки, как мы привыкли в виде резинки нижней, да, здесь этого нет. Но при желании вы всегда можете конструкцию изменить. В сегодняшнем видеопроекте мы с вами выбираем пряжу, делаем расчеты на разные размеры, вяжем этот узор, сделаем расчеты плотности, конечно же, и, в общем-то, я подробно обосновываю вам, откуда берутся петли, те, которые мы используем с вами в нашем описании. Описание выкладывается под видео для вашего удобства. Итак, мои хорошие, если вам понравилась данная модель, давайте с вами приступим к выбору пряжи. Итак, пряжа у нас будет Alize Real 40 ангора. Состав этой пряжи и метраж 100 грамм у нас 480 метров. Цвет и состав пряжи. 40% у нас идет шерсть и 60 акрил. Это турецкая пряжа, мягкая, пушистая. И вот так выглядит узор, который мы с вами будем вязать сегодня. Он мягкий, абсолютно не колется вот эта вот шерсть, очень приятный к телу. Я из такой пряжи вязала много шалей. Вот, то есть никаких нареканий у меня к качеству этой пряжи нет. Она довольно-таки хорошо держит форму, она не скатывается, ну, в пределах разумного, естественно, да, и мягкая, такая приятная на ощупь, ну, и, естественно, теплая. Вы видели содержание шерсти 40%, да, то есть для данной кофточки еще цвет, видите, совпал. Он не просто голубой, он реально с таким вот каким-то джинсовым оттенком идет, да, вот. И я считаю, что заменить мохеровую пряжу, как рекомендует вязать автор модели, можно, в принципе, на вот такую бюджетную ангору турецкого производства. Естественно, что вы можете вязать из мохеровой пряжи. Вот таким образом выглядит у нас с вами схема узора. Да, схема не самая простая. Делайте скрин экрана. 16 петель у нас с вами идет ширина раппорта, 22 ряда высота раппорта. Не пугайтесь. Схема несложная.
хотя кажется на вид такой несколько загроможденными значками, но она очень легко и логично вяжется. Мы с вами свяжем сегодня образец этого узора. Все ряды свяжем, поэтому не думаю, что возникнут у вас, девочки, проблемы. Давайте посмотрим выкройка. У нас вот такая самая наипростейшая выкройка. Здесь не все размеры стоят. Я расскажу и поставлю все окончательные размеры после того, как мы свяжем образец узора. Пойдет расчетная часть. В расчетной части мы будем рассматривать ширину, высоту, то есть все мерочки я вам озвучу. Так, и, конечно же, описание. В результате у нас составляется вот такое описание, которое я всегда, девочки, выкладываю под видео. На такие-то вот размеры, я их уже, в принципе, называла, да. Сейчас озвучивать, повторять не буду. Вы там сами все прочитаете в описании под видео. Здесь подробнейшим образом все разбирается, все нюансы вашего вязания здесь указывается. Все. Проходим мы это все просто и несложно. Ну а сейчас давайте приступим к вязанию образца. Для вязания образца набираем на спицы номер 4,5 35 петелек. Значит, 32 петли. Вот у нас схема. Раппорт узора. Это 16 петель. Вот центральный, да, выделен раппортик наш. И высоту раппорт узора составляет 22 ряда. Здесь указаны только лицевые ряды. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. То есть все изнаночные ряды мы вяжем изнаночными. Они так смотрят, в том числе и накиды. Так. И как у нас распределяется? Здесь у нас, как вы поняли, два раппорта умещаются, да? То есть 16 петель плюс 16 это 32 петли, плюс одна петля у нас идет для симметрии и 2 кромочные. Итого получилось 35 петель. Но я уже один раппорт высоту провязала. Вот что у меня получается. И буду показывать вам с первого ряда, а у вас это первый ряд. У вас это первый ряд после набора петель. И мы с вами вяжем вот такой образец, чтобы определить плотность вашего вязания. Вы можете взять спицы 5. Автор вообще рекомендует пользоваться спицами 5,5. Но я посчитала, что 4,5 для данной пряжи вполне нормально. Кто-то любит поплотнее вязать, можете взять 4 спицы диаметром 4 или даже 3,5. Но это будет, наверное, уже слишком плотно, поскольку само вязание из такой вот ниточки с ангорой предполагает, что оно будет ажурное и свободное. Но это опять-таки все на любителей. Итак, девочки, начинаем с вами первый ряд. Первый ряд нашего образца. Смотрите, для облегчения я первые связала 2 ряда вспомогательных лицевой гладью, чтобы было вам поудобнее. Хотите, повторите за мной. Хотите, сразу начинайте с узора. Видите? Так что это вот так. Я вам просто советую. Так будет мне. Я не люблю сначала начинать узор. Очень неприятно. И начинаем. Теперь узор. Первый ряд. Первый кромочный снимаем. Лицевая. Накид. 2 вместе. Лицевой с наклоном влево. Накид 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Накид 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами. У меня вторая поверх первой. Вот так. И я вот так вместе их провязываю лицевой. Накид. Снова лицевая. Снова 2 петли вместе с наклоном вправо.
вяжем вместе лицевой. Так, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами, и накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами, накид, лицевая и кромочная. Первый ряд. Изнаночный ряд мы вяжем, как смотрят петли. То есть все изнаночные провязываем, в том числе и накиды. Третий ряд нашего ажурного узора вяжем. Первый кромочный снимаем. Затем вяжем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой влево, накид, 2 вместе лицевой влево, лицевая, накид, 3 вместе лицевой. Вяжем следующим образом. Я меняю первую и вторую местами, так, чтобы у нас вот эта вот вторая получилась по центру, видите? И все это вместе я провязываю как 3 лицевой. Вот так. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петельки я меняю местами. Провязываю как 2 вместе лицевой. Накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петельки меняю местами. Провязываю 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 3 вместе лицевой, провязываем вторая по центру, провязываем 3 вместе лицевой, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые в конце ряда и кромочная. Четвертый изнаночный ряд провязываем изнаночными петельками. В пятом ряду мы вяжем следующим образом. Первую снимаем, лицевая у нас идет, накид, лицевая, снова накид, 3 вместе лицевой, меняем петельки местами, первую, вторую, так чтобы вторая оказалась поверх первой, и провязываем все вместе одной лицевой, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой, меняем первую, вторую местами, провязываем 3 вместе лицевой, накид, снова лицевая, накид, лицевая, накид,
3 вместе лицевой. Так, не ошиблась я тут. Так, 2 вместе, так, 3 вместе связали, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, и еще одна лицевая, накид. Так, и только после этого мы делаем 3 вместе лицевой. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами. Накид, 3 вместе лицевой. Накид, лицевая, накид, лицевая, кромочная. Вот. По центру я запуталась. Смотрите, сейчас я вам объясню свою ошибку. У меня здесь должно быть по схеме 3 лицевые через накид. Раз, два, три. 3 раза должно быть. А я 2 сделала и уже хотела на этом закончить. Имейте в виду, не повторите мою ошибку. Изнаночный ряд вяжем изнаночными петельками. 7 ряд. Первая кромочная снимаем, лицевая, накид, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой. Первый, второй меняем местами, вяжем 3 вместе лицевой. Получается, что вторая, да, еще раз показываю, заостряю внимание, у нас поверх 2. Вот это вторая центральная. Накид. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами, накид, 3 вместе лицевой. Все так же, как я вам только что объясняла. Накид, 2 вместе лицевой, накид, лицевая и еще одна лицевая, лицевая и еще одна лицевая. Так, сделали, да? Дальше накид, 3 вместе лицевой. Зеркальное у нас получается отображение правой стороны, сейчас в левой части. Накид, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 лицевые, накид, лицевая, кромочная. Изнаночный ряд вяжем изнаночными петельками. Итак, смотрите, девочки, сейчас у нас будет с вами 9 ряд. Сейчас я его линеечкой вам вот так подчеркну. И смотрите, этот 9 ряд, он у нас будет сейчас одинаково идти вплоть до 15 включительно. Видите? То есть у нас 9, 11, 13 и 15 ряды это одно и то же. Да? То есть мы вяжем, сейчас мы провяжем 9 ряд, и так мы еще потом провяжем 3 раза. Всего 4 раза. 1, 2, 3, 4 раза. Да? И встретимся с вами в 17 ряду. Так, сейчас вяжем 9 ряд. Повторюсь, 9 это то же самое, что 11, 13 и 15.
И начинаем вязать 9 ряд. Кромочную снимаем. 4 лицевые первые у нас вяжутся. 1, 2, 3, 4. Накид 3 вместе лицевой. Накид. 1, 2, 3 лицевые. Накид 3 вместе лицевой. Накид 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять накид 3 вместе лицевой. Накид 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид 3 вместе лицевой. Накид 4 лицевые. И кромочная, изнаночная провязываем. Вот, девочки, смотрите, я связала этот 9 ряд. Сейчас у нас изнаночные ряды вяжутся изнаночными петельками полностью, а лицевые до 15 включительно вы вяжете так же, как я сейчас связала вам 9 ряд, да? Так, у нас с вами 17 ряд. Провязали мы самостоятельно, да, эти ряды. В 17 ряду у нас начинается вязаться прямо сразу с 2 лицевых вместе влево. 2 лицевые, затем накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Поэтому надо поменять местами петли. Накид, лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой, петельки меняем, 2 поверх всех, провязали 3 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, две лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, так, вот здесь накид я пропустила. Здесь накид, поднимите его. 3 вместе лицевой. Так, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная. Изнаночная, 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд нашего вязания. Начинается снова 2 петли влево, 2 вместе лицевой влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой влево, лицевая, 2 вместе лицевой
вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой влево, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, лицевая, накид, 2 вместе лицевой вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой влево, лицевая, две вместе лицевой вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой вправо, кромочная, изнаночная провязываю. Двадцать первый ряд у нас с вами. Мы вяжем снова 2 вместе лицевой. У нас с вами 2 вместе лицевой влево, накид, 2 вместе лицевой вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой влево, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой влево, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой влево, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой влево. Так, девочки, я обнаружила в схеме ошибку. Смотрите, вот в этом ряду, 21-м, последнее, здесь вот не было вот этого накида, здесь просто была лицевая, да? Этого нет, это неправильно. То есть, смотрите, мы вяжем 2 вместе лицевой, да, с наклоном влево, вот я связала. Затем я делаю накид, и после этого 2 вместе лицевой я вяжу с наклоном вправо. Вот, все. Теперь все понятно. 22 ряд вяжем как все изнаночными петельками и начинаем. Все у нас хорошо получается. Сейчас мы с вами будем делать плотность, измерять. Вначале влажную тепловую обработку горячим паром. Сделаем образца и затем надо померить нам. Наш образец, наш пар пришел. Я не доказываюсь, да, я не отутюживаю. Это воздушно, видите, воздухом. Воздушный горячий пар.
Так. Даем высохнуть нашей красоте. Пусть сохнет красота. Итак, смотрите, что у нас с вами получается. Я дала просохнуть нашему образцу. Сейчас вот он такой у нас красивый уже лежит, сухой. Вот так он выглядит, красивый, обресший свою форму, как он будет носиться, да. И мы будем мерить. Вот я его раскладываю. Вот так он у нас будет носиться. Берем линеечку и измеряем наш узор. 23,5. 23,5 у меня. Здесь 23, но это потому что здесь петельки, да. Ну вот 23,5. Все равно. И у нас с вами набор был 35 петель, помните, да? Кромочные я тоже считаю. И вот мы 35 делим на 23,5. Я получаю вот такую плотность 1,48. Итак, девочки, мы будем с вами составлять описание для размерчиков российские 44, 46, 48, 50, 52, 54. У нас с вами будет вязаться все детали снизу вверх отдельными деталями, потом все сшивается. Как видите, выкройка самая наипростейшая, да, то есть вообще одни прямоугольники. И это просто рай для начинающих вязальщиц, да? И давайте сразу попетельно, как мы будем с вами распределять наши узоры, наши раппорты. У нас с вами раппорт 16 петель составляет, ширина. Как вы видели, у нас первые 8 петель раппорта вяжутся крайне правые, и крайне левые вяжутся 9 петель раппорта. Значит, для первого размера ширину спинки переда берем 54 сантиметра, для второго размера 59 сантиметров, для третьего 63 сантиметра. В петельном эквиваленте это будет ширину умножить на нашу плотность, которую мы только что рассчитали, 1,5, и получаем 83 петли первый размер, 87 петель второй размер, 95 петель третий размер. Распределение узоров для первого размера я нарисовала. Смотрите, как по схеме смотрим: первые 8 петель вяжем, 4 раппорта по 16 петель средних, да, и заканчиваем, как по схеме, 9 петель. Соответственно, 2 кромочные, и в сумме это 83 петли. Ну, по сути, у нас получилось с вами 5 раппортов по 16 петель, да? 16 умножить на 5, это будет 80. Одна петля у нас получилась для симметрии, 2 кромочные, 83 петли. Так, далее. Второй размер у нас идет 87 петель на 4 петли, всего больше. И берем с вами следующие. 2 лицевые добавляем справа и 2 лицевые добавляем слева к такому же расположению узоров. То есть вы начнете кромочные, 2 лицевые, и затем идете, как я сейчас рассказывала, первый размер. Все заканчивается у вас 2 лицевыми и кромочной. И это будет 87 петель. С этим понятно, да? Третий размер. Здесь немножко другой подход. Нам надо с вами расположить 95 петель. И я вам предлагаю такой вариант.
мы будем брать целые раппорты. То есть начинаем 6 лицевых, ну, конечно, кромочные, 6 лицевых, 5 раппортов по 16 петель. Заканчиваем одной петлей для симметрии. И лицевая она вяжется. И 6 лицевых также у нас добавляются сбоку. Крайне левая, кромочная и кромочная. Вот такое я вам расположение предлагаю. То есть у нас добавляется лицевая гладь, поскольку раппорт ну никак не умещается. Вот в целом, да. Вот такое расположение предлагаю вам я. Так, что касается, далее мы вяжем. Пройма у нас будет, высота проймы, первый размер 18 сантиметров, второй размер 19,5 и третий 21,5 сантиметр. На высоте у нас общая высота изделия 64,5 сантиметров, да? То есть это у нас вот нижняя планочка, которой мы вяжем 3 ряда платочной вязки. И затем у нас сразу идет узор. И мы завершаем все на высоте 63,5 сантиметров, то есть от планки нашей. Закрываем петли одним рядом. На вырез горловины будет приходиться на все размеры 41 петля. То есть вот видите, здесь стоит мерка на все размеры. 28 сантиметров ширина выреза горловины. То есть у нас вырез лодочкой. Мы не формируем здесь никакой вырез горловины. У нас вырез лодочкой. И здесь ширина 14, половинчатый размер 28. Вы этот момент можете изменить по своему желанию. То есть если не хотите сильно большой вырез, сделайте его поменьше, особенно на первый размер. Но у меня по расчетам получилось, если брать 28 сантиметров, умножить на плотность по горизонтали 1,5, 42 петли, но мы берем с вами 41 петлю, поскольку у нас идет нечетный набор петель. То есть чтобы на плечи все, что остальное, делилось поровну. Понятно, да? Я здесь не написала, сколько на плечи остается, девочки. Самостоятельно посчитайте, это несложно. 83 отнять 41, да? Первый размер показываю. 83 отнять 41. И то, что осталось, разделить на 2. Получится на первый размер 21 петля. Также вы считаете для других размеров. Все, мои дорогие, вот такая простейшая у нас с вами вещь получилась. Теперь у рукавчика. У рукавчика идет у нас на все размеры набираем 51 петлю. Расположение узоров у нас 3 раппорта по 16 петель, 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные. То есть 3 на 16 это 48 плюс 1 для симметрии плюс 2 кромочные. 51 петля. И расположение будет такое же, девочки, 8. Затем идет 2 раппорта подряд по 16, заканчиваем 9, кромочные. Вот такое расположение вам для рукава узоров. Кромочная 8, ну то есть по схеме, да, 2 центральных раппорта идут, и все. И заканчивается по схеме 9 петель. Вяжем, и на высоте от нижней планки, где начинается, вы посмотрите, в описании под видео будет, как начинается, там с одного ряда идет такого, мы его даже не учитываем по следующих расчетах, платочной вязкой, свяжите просто лицевые, да. Так, и здесь у нас идет скос небольшой на высоту 10 сантиметров, все размеры. Скос сразу перевожу в вертикальное, с помощью вертикальной плотности в 1 сантиметре 2 ряда, и получается 20 рядов, да. И поскольку у нас с вами уже известна вот эта самая широкая часть рукава, здесь у нас идет первый размер 18 сантиметров, так же как пройма, только удваиваем. То есть 36 умножить на плотность 1,5, получаем 55 петель. Также считала я для второго размера 59 петель.
И также считала для третьего размера 65 петель. И из того, что у нас внизу 51 петля, ну, то есть и здесь она тоже будет 51, мы вычитаем 55 отнять 51, это будет 4 петли, то есть по скосу прибавить надо по каждому скосу всего 2 петли, девочки, всего 2 петли. Их надо прибавить равномерно и одновременно. 20 разделить на 2 петли, получим в каждом 10-м ряду, делайте, девочки, прибавки. Второй размер 59 петель отнять 51, это будет 8 петель. 8 разделить на 2 скоса. На каждый скос надо будет прибавить 4 петли. Также 20 рядов делим на 4, будет в каждом 5-м ряду прибавка. Понятно? И также считаем для третьего размера. В общем, все это описание есть под видео. Пожалуйста, внимательно смотрите. Читайте. Общую длину рукава у меня 46 сантиметров. Очень индивидуальная мерка. Так же, как и длина общего изделия. Вы ее под себя корректируете, обязательно под себя корректируйте, девочки. Чтобы не получилось так, что здесь усредненные моменты идут. То есть для среднего роста у нас рост у всех разный. Кто-то высокий, кто-то не очень высокий. Да? То есть здесь, пожалуйста, будьте внимательны и корректируйте эти мерки под себя. Не игнорируйте вертикальную плотность. Вертикальная плотность, то есть любой вертикальный размер переводите в ряды. Когда вяжете, считайте ряды. Ни в коем случае не надо ничего мерить сантиметрами, иначе изделие вытянется чрезмерно, и вы получите не то, что хотели бы в результате. То есть, да, правильной технологии вязания надо соблюдать. Везде используем коэффициент плотности. Вот такой момент, я заостряю на нем. Пожалуйста, используйте все это при расчетах. Ну, в целом, описание у вас будет под видео. Мои рекомендации, вы можете им воспользоваться, можете как-то по-другому использовать схему, да, то есть расположение узоров. Я желаю вам удачи и до новых встреч!